Как за счет видео собирать сотни тысяч подписчиков в свои социальные сети, такие как ВКонтакте, YouTube, Рутуб, Дзен и любую другую социальную сеть. Привет, меня зовут Макс Бондаренко. В данном видосе мы с тобой разберем, как же набрать подписчиков ВКонтакте, на Ютубе, на Рутубе, в Дзене, в Телеграм, в любую свою социальную сеть. Как правильно сделать это видео, как его адаптировать под поисковые запросы, для того, чтобы вы набирали этих заветных подписчиков совершенно бесплатно. Сегодня мы с тобой разберем пошаговый план, как сделать правильную оптимизацию видео, как это видео вообще создать и как все, в принципе, отмониторить. Не будем долго задерживаться и сразу приступаем к плану, который я накидал. Что нам с тобой понадобится для того, чтобы сделать правильную адаптацию видео и для того, чтобы набирать этих заветных подписчиков? Первое. Нам нужно будет отмониторить запрос нашей целевой аудитории в нашей нише. Что самое главное? Берем только важные и нужные темы для нашей целевой аудитории. Что их тревожит, какие у них боли, это ты должен знать. Не забывай об этом. Это главный фактор для того, чтобы твои видео искали и смотрели. Второе. Создаем презентацию для видео, адаптированную под выбранный нами с тобой запрос. И об этом тоже мы с тобой поговорим. И третье, мы создаем, собственно, само видео и адаптируем его под запрос, который мы выбрали. Все это я покажу в этом видосе, не переживай. Итак, для того, чтобы нам с тобой начать, приступаем к первому пункту. Нам нужно с тобой найти нужный запрос. Я сейчас это все буду показывать. Погнали. Итак, для того, чтобы правильно отмониторить запрос, заходим на Яндекс.Вордстат, заходишь в нем, регистрируешься, и сюда ты должен вписать ключевой запрос, который интересует твою целевую аудиторию. Не просто взятая тема из головы, да, не то, что тебе интересно и то, что тебе нравится. Обычно такие видосы вообще не заходят и набирают там 10 плюс просмотров. Например, я знаю, что мою аудиторию в моем проекте интересует, например, такая тема, как ВК-клипы. Да, вбиваем эту тему именно вот сюда в поиск. Это такая общая фраза, которую люди могут искать в поисковых запросах. Эти запросы они могут искать в Яндекс.Поиске, поиске ВКонтакте. Итак, вбили клипы ВКонтакте. Клипы ВКонтакте, 4285 запросов, это в месяц. Давайте покажу пример, как это вообще все выглядит, о чем мы сегодня будем говорить. Допустим, мы заходим с тобой в поисковик, и меня интересует данная тема. Вбиваем клипы ВКонтакте. Я вбиваю такой запрос в Яндексе, и целевая аудитория, которая интересуется твоей тематикой, она кроме как вот здесь, вот, да, она может искать именно и видеоконтент. Отдельная вкладка. Мы переходим сюда, и вот, пожалуйста, оп. Мое видео, да, клипы ВКонтакте, вот видно моя аватарка, вот, как с помощью клипа ВКонтакте раскручивать там свою группу. Опускаемся ниже, да, вот это для примера я под группу ВКонтакте тебе показал, опускаемся ниже, например, да, и здесь видим, что, хоп, мое видео на Дзене. Да, опускаемся ниже, например, сейчас я тебе покажу, дальше. Вот, пожалуйста, мое видео на ютубе, тоже по этой тематике. Таким образом, адаптируя свои видосы, создавая его на определенную тему, которая интересна моей целевой аудитории, я могу получать совершенно бесплатно трафик на свои видосы. То есть человек, ищущий эту тему, открывает эти видосы и начинает смотреть. Дальше, как набрать подписчиков, что с этим делать, я тебе чуть позже покажу, я тебе показал сам принцип. И таких тем может быть огромное количество, но ты темы эти должен выбирать именно исходя от боли своей целевой аудитории и либо от того, что им интересно. Итак, возвращаемся в Яндекс.Вордстат. Мы с тобой, например, отмониторили эту тему и смотрим, что примерное количество запросов 4200 это в месяц. Да, это показывается количество поисковых запросов именно в поисковике. Но примерно ты представляешь, что часть из этих запросов люди могут искать и именно вот здесь, вот в видосах, да, вводя вот эту фразу именно здесь. Таким образом, мы должны адаптировать видео под вот этот вот запрос. Да. Мы этот запрос как ключевик, мы его и возьмем в нашу историю, в наш пример. Следующее, что мы с вами создаем? Мы создаем презентацию для своего видео именно для себя. Перед тем, как вы соберетесь снимать видос, вам нужна презентация с четким планом действий, что вы будете рассказывать в видео. Для чего это надо? В самой презентации обязательно в тексте нужно проговорить минимум 5-7 раз эту ключевую фразу. В нашем случае это будут клипы ВКонтакте. Это нужно для того, чтобы поисковые роботы, когда они будут рассматривать ваш видос, они поняли,
на какую тему ваше видео, и чтобы ваше видео выкидывалось именно в запросах, которые люди будут вводить. Без этого ничего не будет работать. Второе. При создании презентации рассчитывайте, что хронометраж вашего видео будет от 5 до 15 минут, не больше. Если больше, то максимально сложно удержать аудиторию, показатели будут плохие, ваши видосы не будут выкидываться под поисковые запросы. Презентация поможет дать самое важное и выжать воду. Это люди не любят. Не нужно наливать непонятных кучу фраз, сразу давайте самое важное, ответ на вопрос, интересующий вашу аудиторию, либо то, что решает боль вашей целевой аудитории. Четвертое. Нужно подготовить какое-то обязательно уникальное торговое предложение или какой-то бонус, и в эту презентацию писать, и в самом видео это проговорить и призвать людей получить этот бонус по ссылочке в описании. Я дальше на примере это покажу. Ну, собственно, где создавать презентации, вы можете зайти в Google Документы, заходите в свой диск, нажимаете создать, да, нажимаете создать себе Google презентацию какую-нибудь, да, или просто вордовский документ, называете там клипы ВКонтакте. И вот здесь нажимаете создать новый слайд, и здесь начинаете раскрывать эту тему, клипы ВКонтакте, пишите здесь себе текст какой-то, да, и в этом тексте вы с самого начала начинаете уже прописывать ключевые фразы. Например, так как у нас есть клипы ВКонтакте, я начну с такой фразы: всем привет, сегодня мы разберем интересующую тему всех, как с помощью клипов ВКонтакте раскрутить свою группу. Ну, не обращайте внимания на ошибки, я быстро здесь тороплюсь. И где здесь ключевая фраза? Вот они, клипы ВКонтакте. Вот мы эту фразу уже прописали себе в презентации, и мы эту фразу будем проговаривать речью, то, о чем я и говорил. И вот эту вот презентацию в слайдах вы создаете примерно на 5-15 минут видео, чистого видео, которое у вас должно получиться. Вы это уже отработаете из практики. Сколько вам нужно слайдов создать для того, чтобы, ну, сделать вам этот видос в таком хронометраже. Также в этой презентации на каком-нибудь слайде посерединке вы сделаете вставочку, где вы проговорите какой-то бонус, и по ссылочке в описании вы там скажете людям, чтобы они перешли и забрали этот бонус. В общем, вот эти все пункты, которые вот здесь вот в презентации я сказал, вы это все в презентации себе составляете, пишите без воды, обязательно, по боли. Друзья, важная заметочка для тех, кто хочет получить бонусные видосы, дополнительные материалы по развитию, продвижению и набору подписчиков в своих социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграм. По ссылочке в описании переходите, забирайте эти бонусы совершенно бесплатно. Там чек-листы, дополнительные видосы, которые помогут раскручивать ваши социальные сети, и с помощью видосов тоже. Welcome, я вас жду там. Вот, и вот в этом видео я уже текстом проговариваю именно те фразы, про которые я вам говорил. После того, как мы с вами создали эту презентацию, мы записали этот видос и уже смонтировали его, сделали, что дальше нужно сделать? После того, как мы начинаем выкладывать наш видос на любой площадке, это может быть ВКонтакте, это может быть YouTube, Рутуб, Дзен, в общем, любая площадка, где можно получить этот поисковой трафик, мы выкладываем это видео туда. И первое, что нужно сделать, это в заголовке нужно обязательно минимум один раз прописать ключевой запрос. В нашем случае это клипы ВКонтакте. Следующее, второе, да, в описании. В первой строке, обязательно в первой строке мы ставим ключевой запрос, то, о чем мы уже поговорили. Третье, в дальнейшем описании видео ставим 3-4 раза ключевой запрос, который мы с вами выбрали. Четвертое, также, если есть теги, в них тоже нужно обязательно прописывать ключевой запрос. Пятое, можете еще прописать хэштеги с вашими ключевыми запросами. Шестое, общее количество текста в описании к этому видео не должно быть большим, от 1000 до 2000 символов будет уже достаточно. Седьмое, в описании указываем обязательно ссылочки на нужные вам социальные сети. И давайте я еще раз перейду к примеру и покажу вам на примере YouTube, как это все дело оптимизировать. Вот я открыл свой видос на YouTube, давайте я перейду в творческую студию и сразу вам буду показывать. После того, как вы создали, смонтировали видео, вы нажимаете на кнопочку там, да, выбрать файл, начинаете загружать этот файл, там загрузили видосик, да, он начинает прогружаться. И давайте я найду этот видос, про который я говорю сейчас вам, да.
Это у нас ВК клипы. Секунду. Вот он наш видос. Я в него захожу. Как должна выглядеть оптимизация? Вот оно название. Я вписываю сюда ключевой запрос. Вот оно главное название. И на первом месте клипы ВКонтакте я прописал ключевой запрос, который нам и нужен. Следующее. Вот оно описание. И в первой строчке раскрутка ВКонтакте за счет алгоритмов ВК клипов я тоже прописываю этот ключевой запрос. Вот он. ВК клипы. Вот, выделил, показал. Далее вот этот вот текст, который я говорил, он где-то на 1500-2000 символов, в котором мы тоже прописываем 3-4 раза минимум ключевую фразу. ВК клипы, ключевая фраза. Клипов ВКонтакте, ключевая фраза, да. Клипов ВКонтакте, тоже ключевая фраза. Здесь ВК клипы. Ну, у меня больше прописано на самом деле, да. Ну, не нужно переспамливать текст. Также, о чем я и говорил, да, я указываю ссылочки нужные, там, на бонусы, да, там, на поддержку автора. Вот они, ссылочки в описании тоже есть. Значит, что еще? И вот здесь вот я указываю ссылку, да, и говорю людям подписаться на мои социальные сети. Это Telegram, это аудиоподкаст, это группа ВКонтакте, Дзен, Рутуб. Вы здесь указываете все, что хотите. Спускаемся ниже. О чем я говорил? Если у вас такая есть вкладочка теги, сюда тоже прописываем ключевые фразы. Вот она, да, ключевая фраза клипы ВКонтакте, ВК клипы обзор, да, и здесь обязательно должны быть эти ключевые фразы, которые мы используем. Ну и собственно, если у вас есть в описании и вы хотите, я говорил, хэштеги, вы можете прописать вот так вот хэштег там, да, и опять же клипы, сейчас секундочку, клипы ВКонтакте, да. Вот такой вот хэштег, и тоже 3-4 хэштега, можете их сюда прописать, но я не прописываю хэштеги, для меня это не обязательно. Это я вам показал на примере YouTube. Все то же самое в любой другой социальной сети, где вы выкладываете этот видос. Что важно еще понимать при адаптации своих видосов для набора подписчиков ВКонтакте, на Рутубе, Дзене, да, во всех этих социальных сетях, на всех этих площадках. После того, как вы выложили видео, вам не посыпятся подписчики и ваши видосы могут сразу не выбрасываться в поисковых системах. Роботы должны пройти, посмотреть, проанализировать ваши видосы, понять, насколько ваши видосы конкурентны с другими видео. Если ваши видео будут смотреть, они будут конкурентны, у них будет удержание, тогда они будут выбрасываться и в поисковых системах, и досматриваться до конца. И таким образом вы сможете бесплатно, совершенно бесплатно, годами набирать подписчиков и в группу ВКонтакте, и в Telegram, и на Ютубе, и на Яндекс.Дзене, и на канале на Рутубе, в любой социальной сети. Также подписчики будут набираться через ссылочки в описании к этим видосам. Это бесплатный вечный трафик, который вы можете получать в свои социальные сети. Обязательно пишите в комментариях вопросы к этому видосу, делайте адаптацию, создавайте видео, которые помогут набрать подписчиков в ваши социальные сети. Обязательно пишите вопросы, я вас жду вас в комментариях. С вами был Макс Бондаренко, друзья, и до новых встреч!